Привет, привет, дорогие мои друзья! Сегодня мы с вами поговорим о правильном питании. Дело в том, что когда мы только переехали в Чехию, мы очень сильно поправились. Ну, буквально там 15, 10, а то и 20 килограмм набрали, потому что было все безумно вкусно, все хотелось очень попробовать. Ну и попробовали. Что в результате? Теперь мы сидим на диетах, питаемся только малокалорийной пищей. Ну и стремительно худеем, конечно. Таня ходит на пилатес. Ну вот сегодня об этом и поговорим. Есть кто дома? О, Симочка ждет. А что это такое? Макдональдс? Тань, ну мы же договаривались не есть Макдональдс. О, ну ты чего ругаешься? День рождения у меня был. Ну что, я не могу себе позволить день рождения Макдональдса немножко поесть? Я больше в Макдональдс не пойду. И придется Тане теперь много заниматься спортом. А вообще, друзья, если быть серьезным, то, конечно, вопрос похудения для всех всегда и во все времена был очень актуальным. И по большому счету я вам абсолютно не соврал, вот посмотрите в мои честные глаза, что поправились мы здесь где-то килограммов так на 15 точно, я, по крайней мере. Ну, плюс к тому я бросил курить. Я бросил курить и набрал очень быстренько все. И щечки растолстели, животик наполнился, попка надулась. Ну да, и Таня не отставала от меня, можно сказать, тоже. Но Таня набрала 10 килограмм. Да, не 15, нет, не как я. За нашу сознательную жизнь, друзья, мы перепробовали множество диет. Ну, я, наверное, больше, чем ты перепробовала. Ну, это однозначно. Ты же стремилась больше к красоте, чем я. Да, ребята, я даже глотала тайские таблетки. Безусловно, всегда был результат. И ты худеешь, все прекрасно. Но как ты только перестаешь сидеть на диетах, все возвращается. Да, друзья мои, мы, конечно, не врачи, да, мы не медики, мы не разбираемся там, может быть, в каких-то вещах, но мы, как подопытные крыски, перепробовали на себе практически, наверное, все, что можно было за это время. Какие диеты ты знаешь? Вот, моя самая главная диета, я знаю, не жрать, которая называется, вот это вот самая лучшая диета, которую я знаю. И мы наблюдаем, как очень часто, вот то, о чем говорила Таня, люди начинают садиться на какие-то диеты, употреблять какие-то порошки, которые заменяют им еду, там, да мы и сами это все по большой, и какие-то анализы крови берут, это, простите меня, не будем даже говорить про анализ крови, это, да, но я не собираюсь даже заниматься какой-то антирекламой, там, да, всем этим диетам. Дело не в этом. Дело в том, что я видел, как люди, худея быстро, достаточно быстро, они буквально набирали моментально, потом, как только с этой диеты заскакивали, и набирали в разы больше, если... Это точно. По себе знаем. Скинул 10, набрал 15.
А я знаю еще одну очень смешную диету, которую я нашла случайно в интернете. На ней прекрасно похудела певица Ирина Понаровская такая была. Это употребление сухого белого вина с сыром, и все. Я эту диету посоветовала своей сестре. То есть прямо встаешь, вино пьешь? Да, вино, вечером вино, днем шикарно. Вино, с сыром закусываешь. Диету посоветовала сестре. Как-то звоню ей с утра, а она пьяная. Это 10 утра или 9. Я говорю: Люда, что случилось? Она говорит: дети, а мне хорошо, хорошо. Да, слушай, чудесная диета, рекомендуем. Друзья мои, и в результате, вот перепробовав все вот это вот подобное, мы поняли, что нам подходит, наверное, лучше всего это низкоуглеводная диета, то есть не полный отказ от углевода, а, ну, просто, скажем так, его в малом количестве употребляя, да. Мы едим все жирное, все мясное там и так далее, совершенно без всяких абсолютных проблем. Едим очень вкусно, получаем удовольствие, при этом мы худеем постепенно худеем. То есть пусть это не множество килограмм за месяц, пусть это, я не знаю, там, это килограмм только в месяц, допустим, теряется, но зато он теряется и потом не набирается. Я, кстати, вам оставлю ссылочку на сайт, на котором вот о том, в принципе, lchf.ru, и там, кстати, очень подробно об этой диете написано. Это даже не диета, это, скажем, такой принцип жизни, по большому счету. Существует вообще теория, что как таковые углеводы мы, как люди, да, как человеки, мы практически не употребляли в древности. Почему? Потому что мы занимались охотой. И только уже потом, когда мы перебили все живое в округе, мы стали выращивать хлеб, там, всевозможные травки выращивать. Вот. А так-то мы, в общем-то, белкоеды, по большому счету, друзья мои. Ну вот, собственно говоря, и все. Не хочу рассказывать, не хочу грузить никаких вегетарианцев, там, какими-то теориями и так далее. Просто делюсь своим личным опытом. На самом деле мы не диетологи и не имеем права. Конечно, конечно. Это лично наше наблюдение, лично наш какой-то опыт. А еще помните, был такой Гербалайф. Да он и сейчас есть, помните? Как хочешь похудеть, спроси меня как. Да. Я же его сама продавала и употребляла. Вот. Это... Да, кстати, я их и здесь встречаю, в Праге. Периодически здесь какие-то слеты. Они на целые стадионы там занимают эти люди, все в одинаковых маечках с Гербалайфом. В общем... Ну, а чего стоят вот эти по анализу крови диеты? Это же вообще шикарно. Я как сейчас помню, на мой взгляд, да, я не хочу ничего спорить, но, друзья мои, пусть, когда вы пойдете сдавать подобный анализ, спросите, каким образом они делают 50 анализов крови за один день. Как они говорят. Вы знаете, мы тогда пошли, не знаю, что сейчас с этим происходит, но тогда это было так: $200, по-моему, да, $200 заплати, удовольствие, да, и через день тебе выносят твой, значит, вердикт. Мы сделали 49 анализов по вашей крови. Вам нельзя есть помидоры? Вам не есть помидоры, огурцы, вам ничего нельзя есть, они показывают, а что можно есть? Да ничего нельзя есть. И, в общем, по такой диете мы понимаем, что похудеет любой просто, потому что это такое, сравни к какому-то концлагерю диета. И знаете, чем они всегда успокаивают? Все говорят: а выпить-то можно? Ну, нет, вот сейчас нельзя, но вот через недельку будет можно. И вот они так оттягивают, уже через недельку можно выпить рюмочку. О, ну тогда это хорошая диета, конечно, ну, нормальная диета, нормальная, да. Но, видимо, тяга населения к похудению так велика, что всевозможные диеты рождаются чуть ли не каждый день. И появляются люди, которые их испробовали, и всем говорят, что вау, просто результат офигительный. Так что поняли мы, что все-таки самая лучшая диета — это просто какое-то вот сбалансированное питание, по большому счету. О чем мы с вами и пытаемся как бы рассказать, вот это ЛЦХФ, фактически это оно и есть.
То есть, ну да, мы не едим картошку практически, мы не едим там макароны, условно говоря, самое главное, что какие-то вещи. Но мы позволяем и рис, и картошку, макароны, ну, абсолютно. Мы не поправляемся. Мы не худеем, но и не поправляемся. В этом случае мы просто не худеем. А если мы начинаем придерживаться каких-то правил, то мы начинаем худеть. Ну, достаточно, конечно, нужно делать какие-то физические нагрузку давать, там, да, в частности, там, ходить на велосипеде ездить, я не знаю, бегать, там, ну, кто чему гораздо. А так, вот, так что делимся с вами опытом нашего, так сказать, похудения в сложившейся тяжелой ситуации. Иногда удачного, иногда неудачного. Да. И на эту тему можно бесконечно рассказывать. Вы расскажите нам, пожалуйста, в комментариях, какие у вас там были самые интересные диеты в вашей жизни, что вам получилось. Потому что было их, конечно, миллион у всех, я уверен. И смешных историй было множество. Так что, друзья, на этом мы сегодня заканчиваем. Завтра погода будет получше, и мы сможем для вас снять какое-нибудь красивое видео. Я в этом не сомневаюсь. Ну и пока-пока. Пока. Чао.